Нашлась тут очень перспективная дорожка. Она явно автомобильная. Вокруг, конечно, воды много, все затоплено. Но попробуем куда-нибудь добраться. Конечно, ранняя весна в плане воды. Проблемный сезон. Это даже обозначенная велодорожка. Какой-то маршрут. Вот только черный, кажется, это значит максимально сложный. Красный максимально интересный, если я ничего не путаю. Есть целая цветовая градация обозначения вот этих туристических и экскурсионных маршрутов в Польше. Но я их, к стыду своему, не выучил. А надо бы этот пробел восполнить. Не спрашивайте как, но в стороне от дороги я увидел какой-то холм. И к нему идет, видите, тропинка. Давайте-ка сходим поглядим. Да, не зря мне показалось, что это же неспроста. Велик, стоять. Еще один дот. И кажется, даже открытый. Да. И кажется, даже не затопленный. Немного света. Его действительно немного от телефонного фонарика. Вау, здесь есть ведро. Банка из-под пива. И оранжевое ведро. А это немецкая каска? Мне не показалось. Пойдемте-ка глянем ближе. По-моему, точно немецкая каска. Только выглядит она так, как будто бы в ней что-то взорвалось. Нет, это какой-то плафон от старого уличного фонаря. Ну, либо тазик с прогнившим дном. Но я думаю, все-таки плафон. Все такое поросшее мхом. Ну, бетон основательный. Уже почти 100 лет простоял. И еще столько же простоит. Ничего с ним не случится. Какие-то уходят траншеи в стороны. Можем забраться наверх. Здесь прикольно было бы поставить палатку и ночевать. Согласитесь? О, еще один дот вкопан. Такой подстраховочный, обороняющий подходы. Насколько все-таки много в нашей истории связано с войной. В Беларуси я ездил в лес, постоянно натыкался на какие-то военные сооружения Великой Отечественной или Холодной войны. Какие-то заброшенные склады, военные части. И здесь вот тоже все это есть. Вы только гляньте, какая на обочине трава. Сочно-зеленая. Только весной такая бывает, пока ее еще не присыпало дорожной пылью, пока она не выгорела на солнце. Кажется, я сегодня решил изучить все лесные дорожки. Снова куда-то свернул.
Снова пробираюсь среди затопленного леса. И снова перед нами водная преграда. Сходу вброд не возьму, но вот там вполне перейдем. На велосипед можно опираться. Ой, как все хлипенько. Ветки пролежали зиму, очень хрупкие, даже на вид. А впереди, гляньте, какая-то насыпь. Возможно, здесь шла железная дорога. Очень уж все ровненько, как под линейку. Да, это мы возвращаемся на ту самую дорожку, обозначенную черным веломаршрутом. Действительно, насыпь, подъем. И да, скорее всего, это была узкоколейка. Вы гляньте, как она явно выражена. В одну сторону и вторую. Возможно, возили уголь. Как же здорово. Как же красиво. А вот и прямое научное подтверждение моей теории, которая до этого была лишь теорией. Видите вот эти холмики вдоль обочины? Это, братцы, шпалы. Деревянные шпалы, которые отсюда не убрали. Они вросли в землю. И это действительно железная дорога, а не мои фантазии. Постепенно эта тропинка становится все уже. Деревья придвигаются все ближе, хотя насыпь по-прежнему просматривается. Если там в самом начале я еще мог бы проехать на мотоцикле с коляской, то здесь уже на велосипеде с трудом пробираюсь. Но погода сегодня исключительная. И даже этот дождь не стал помехой. Зато сейчас как солнечно. И по ощущениям градусов 18. Я уже давно снял куртку. Еду, и мне не холодно. По правую руку небольшое болотце, а за ним начинается деревушка. Видны дома. Ну а слева от нас по-прежнему озеро. Я так и стараюсь его придерживаться, чтобы сделать вокруг него петлю. Закольцевать маршрут. Самолет полетел из аэропорта Пыжовице. Вон он над сосной, видите? Ух, ветка какая. Так, водитель отвлекается от дороги. И мы по-прежнему скачем по этим вросшим в землю шпалам. Видите, здесь прям конкретно видно шпалы. И кажется, это даже какой-то мостик, что ли. Такая возвышенность над водой. И вот уже и дома вплотную подступили. Но места красивые. Очень интересно здесь покататься. А вот и озеро. Не знаю, видно ли уток против света. Где-то здесь они в камышах гнездятся. Еще один самолет пошел. Так, если до этого было еще не совсем понятно, мост или нет, то это действительно мост. Заброшенный, обвалившийся мост через речку. Если не ошибаюсь, это та самая река Брыница, которая течет в Пекарах. Здесь она впадает в Сверклянец, а с другой стороны из него течет дальше.
Надеюсь, мост крепкий. Думаю, здесь должен быть какой-то спуск, поскольку только что мне навстречу проехал велосипедист. А как это он сделал? И там следов его внизу нет. Неужели есть еще какая-то переправа? Может, снизу, под мостом? Давайте глянем. Нет. Кажется, альтернативной переправы здесь нету. Рыбешка. Или нет? С моста капает что-то. Ну что ж, тогда по старинке. Вручную. Веломаршрут. Очень удобный. Вот так элегантно преодолеваем препятствия. Совсем близко уже слышно шумят машины. Думаю, скоро дикая часть нашей прогулки закончится. Мы выберемся к асфальту. Здесь можно ехать, просто наслаждаясь тишиной и пением птиц. И вот этот момент, когда красивый веломаршрут упирается в автомобильную дорогу. Шлема у меня нет, но надо хотя бы шапку одеть, чтобы не отсвечивать. Как будто бы так и надо. Здесь довольно оживленное движение, поэтому я хочу при первой возможности снова уйти к озеру на тихие спокойные дорожки. Но пока поворотов туда нет. Около километра надо проехать по шоссе. Вот, а вот это, кажется, наш шанс. Налево уходит веломаршрут. И это самое начало парка Сверклянец. Надо на ту сторону перебираться. Дождался, когда не будет машин. Перешел. И вы только гляньте, какой дом. Дом мечта. Вот на самом деле. Я сначала думал, что он маленький, но потом увидел еще вот эту часть. И понял, что он огромный. Обалдеть. И видно, что уже очень давно стоит заброшенный. Пустует. А жаль. Я бы в таком пожил. Гаража, конечно, не хватает. Но уверен, в подвале нашлось бы место для мастерской. Фух. И вот мы на территории парка. Можно шапку снимать. Жарко. Парк этот большой и довольно живописный. В центре пруд с островом. Там плавают утки, лебеди. Есть возможность порыбачить. Лавочки для пассивного отдыха. Дорожки для активного отдыха. Парк этот одной своей стороной примыкает к озеру, где мы с вами сегодня уже были. Вот оно, озеро Сверклянец. Приехали мы оттуда.
Затем попетляли по прибрежным кустам где-то там. В той стороне узкоколейка и мост через речку. Ну а нам сейчас необходимо замкнуть круг. Будем двигаться вдоль озера. Здесь есть удобная дорожка. А солнышко все ниже. Скоро окончательно спрячется за деревьями. Как выедем на дорогу, надо будет включать свет. Не зря же я сегодня динамку монтировал. Одну ошибку я сегодня допустил. Неправильно отрегулировал высоту сидения. Из-за этого у меня не полностью разгибаются ноги. А значит, нельзя всем весом давить на педали. И нагрузка на пятую точку высокая. Поэтому еду, страдаю. А был бы с собой ключ на 13. Надо бардачок купить для велосипеда. Старый такой, олдовый, кожаный, под стать самим великом. Ближе к вечеру на этой дороге образовалось огромное количество людей, занимающихся пробежкой. Спорт. Красота. А вот и выезд на дороге общего пользования. Надо проверить работу светотехники. Где там наша чудо-динамка из Китая? Щелк. Отлично. Ввели в зацепление. Сзади, надеюсь, вы видели, работает. Спереди тоже работает, но для подстраховки дополним их еще и светодиодами. Безопасность должна быть безопасной. Где там наш шлем вязаный? К шелесту покрышек по асфальту и похрустыванию песка в подшипниках добавилось уютное жужжание динамки. Прям как в детстве. Солнышко уже скрылось за тучами. И вы только посмотрите. Лебеди. Прям вот дикие. А там, видите, дымит костер. Это тот рыбак, мы туда подъезжали. Самый первый был выезд к озеру из леса. Еще 2 лебедя у берега. Красиво. Очень красивый вечер. Ну а в этой точке наш маршрут закольцовывается. Если поедем налево, то попадем на ту самую главную лесную дорогу. Но мы уходим в город. Темнеет, холодает, уже и шапка не лишняя. Скоро и куртку захочется одеть. Мотоциклисты тоже возвращаются с покатушек. Мимо бункера, у которого пережидал дождь. И прежде чем ехать домой, думаю, обязательно стоит ополоснуть велосипед. После всех тех болот, по которым мы сегодня лазили, ему нужна мойка. На 2 злотых так как-то даже много. Но меньших монет у меня не было, а карточку эта мойка не принимает. Фонарики наши работают. Красота. Велик чистый, как новый. Надеюсь, динамка... Да, динамка тоже работает. Видите, сзади светит. Можем ехать. Очень удачно мне эта мойка подвернулась.
И прямо на пути лишних километров не пришлось нарезать. И достаточно далеко от дома. Велик уже успел высохнуть. А мы проезжаем парковку заброшенной шахты. Представляете, такая огромная площадь, современное освещение, и все стоит пустое. Наконец я вернулся. Надеюсь, вам такая прогулка выходного дня пришлась по душе. А у меня на сегодня все. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.